Привет! Вы на канале Дубль 2, меня зовут Галина. Сегодня у нас в гостях с новой, наконец-то. Мы все переносили встречи, да. Наконец-то мы встретились. У меня очень много вопросов сегодня для Алексея. Вы мне написали очень большое количество. Сегодня мы ему попробуем все их задать. Вот, и на что-то сможет, на что-то, может быть, не сможет, посмотрим. Алексей, здравствуйте. Вечер, да, Если кто не знал, в Сербии принято женщинами здороваться за руку. Вот, ну начнем. Женщина тоже здоровается, мужчина за руку. То есть и женщина тоже может подавать руку? Да, без разницы. Отлично. Будем знать теперь. Ладно, поехали. Значит, первый вопрос такой. Интересуется, если получить в Сербии ВНЖ, есть ли какие-то варианты рассрочки? Приобрести жилье в рассрочку. Ну, смотрите, здесь, чтобы не было путаницы в терминах, рассрочку получить как таковую можно, если дом строящийся. ВНЖ есть или ВНЖ нет, это не влияет. Значит, зачастую, когда новостройка, и она продается, начиная там чуть ли не с уровня котлована, но это там утрированно говорю, то есть когда в рассрочку строится дом, то очень часто практикуется, что не все деньги сразу платятся, а разбиваются какими-то равными платежами на какое-то количество платежей, где-то 4, где-то 6. Но главное условие перед получением ключей – вся сумма должна быть закрыта. Второй вариант – это обыкновенная, стандартная банковская ипотека, которую нам получить здесь достаточно тяжело, но можно. Есть такие варианты, то есть для того, чтобы из практики, чтобы получить ипотеку русскому в Сербии, нужно работать больше года в сербской компании, желательно с какими-нибудь там мощными корнями, чтобы это была серьезная компания. То есть не 2,5 человека, а действительно большая компания с оборотом, чтобы был зарплатный проект в банке, тогда ипотеку дают, можно взять. Угу. А зарплата, доход тоже важно, да? Чтобы... Да, обязательно. То есть это не минимальная зарплата, там побольше, чтобы желательно минимальная зарплата сейчас в Сербии, там не могу сказать точно, около 500 евро. Ага. То есть, в принципе, такие варианты существуют, когда берут в ипотеку квартиры. Это я тоже знаю, я как бы знакома с такими людьми, которые взяли в ипотеку. То есть можно. Есть сложно, но есть варианты. Можно договориться, конечно, и с частниками о рассрочке, но в теории. Ну, то есть, вот по сути, рассрочка и у нас также произошла, да? То есть, вот то, что мы покупали квартиру, мы, как я уже рассказывала у себя на канале, что мы приобрели квартиру практически 3 года назад, но не совсем купили ее, а как бы заключили предуговор, получается, да? И часть денег мы заплатили. Через год мы приехали, когда дом уже был достроен, мы оплатили уже вторую часть, то есть, вот по сути, вот этот год это была рассрочка, то есть, не все сразу. Вот, то есть, такие, ну, это варианты такие, как в новостройке, получается. Когда еще в процессе строительства, да, получается, дом еще не сдан, вот в таком случае можно так оплатить частями. Вот. Ну, интересуются, какие сейчас цены минимально, на что можно рассчитывать. Ну, такой вопрос, я понимаю, втекаемый, страшный очень вопрос, сильный, я бы сказал, страшный вопрос, потому что что-то происходит не очень понятно. Не очень понятно. Сейчас в нише новостройку меньше, чем 2000 евро за квадрат. Нет. Вообще, да, меньше? Да, даже нету. То есть, если там можно найти вторичку, ну, особенно какую-то старую подешевле, но если как бы опираемся на новостройку, то 2000 меньше нет. Ну, а если вторичка? Это не центр. Это вот наш, например, Пантелей. Вторичку, я думаю, что ну, там все зависит от степени ремонта, степени состояния недвижимости. Но надо рассчитывать на то, что все равно приведенное в нормальное, хорошее жилое состояние, все равно будет примерно это. Примерно 2000, да, примерно евро? Да, в моменте. Вот интересуется еще такой вопрос, может быть, вы знаете, потому что, ну, не потому что вы занимаетесь недвижимостью, а потому что вы здесь давно живете. Вот сейчас какие вакансии востребованы вот для русских, кто сюда переезжает? Больше шансов найти работу какую? IT.
В IT-секторе. IT, а если не IT? Не, ну проще всего, мне кажется, что я не специалист по трудоустройству, вот, но айтишники пользуются спросом. Я думаю, что рабочие специальности, кто работает руками, тот тоже сможет всегда найти работу. То есть, получается, рабочие, какие-то строительные специальности Да. можно легко найти. И IT. И вот я уже говорила, что слышала недавно, что в Сербии нехватка детских врачей, педиатров. Вот, поэтому думаю, что если какие-то специалисты переезжают сюда, то вряд ли им откажут. Но во всяком случае я слышала, что... Там сложнее все. Там Да? все сложнее, там нужно подтверждать свои дипломы, Да, забыл, да, как этот такой термин есть. называется, когда легализуют российские дипломы здесь на месте. Это именно для медиков, да? Для медиков, да. Там не все так просто. Ну, это же, наверное, нереально, это же можно подтвердить. Все это можно, делается, это не просто, но это делается, да. Знаю, случаи есть у нас в нише. Люди, которые подтверждали свои дипломы, работают по специальности. Понятно. Это большой плюс, конечно, когда русскоговорящие, особенно, наверное, детские врачи, для русских это большой плюс. Вот. В Белграде сейчас даже целые клиники русские открывают. Прям клиника целая, здорово. полностью от и до с русскими врачами. О, супер. Это хорошо, это удобно. Такой вопрос еще. Можно ли получить ВНЖ в новостройке, в строящемся доме, когда еще дом не сдан? В этот период можно получить ВНЖ или нет? Смотрите, основное, по правилу ВНЖ временное место жительства, аббревиатура переводится. Это подразумевает о том, что нужно жить. Место жительства. Место жительства. От этого всего. Если дом, здесь еще надо смотреть в каждом районе, в каждой части Сербии, там свои внутренние трактования разного закона и всего прочего. По-разному могут трактовать, могут в Белграде, когда ты купил недвижимость, пока у тебя записи в кадастре не будет, они тоже ВНЖ там не оформляют. Где-то такие случаи были у нас, оформляют на основании договора, но если ты живешь. Есть случаи, тогда у нас есть здесь один наш соотечественник живет, он тоже чуть ли там дома еще достраивался, он уже заселился, жил, одели его техническое электричество, подключили. Инспекторы, когда пришли его проверять, даже говорит, опешили, типа, где тут русский живет, тут стройка, а он случайно курить вышел. И они там встретились, говорят, ты что здесь делаешь? Я говорю, живу. А он, что спрашиваете? А я говорю, инспектор. Да, говорит, а как ты здесь живешь? Он как здесь? Нормально я здесь живу. Сейчас покурим, пойдем посмотрим. Они пошли, посмотрели, зашли, действительно, там все условия для жизни были, то есть приведено в порядок, видно, что человек живет, там следы, там кухня, спальня, там зубные щетки, все это все, человек получил ВНЖ. То есть ему все-таки дали ВНЖ, получается, да? Еще один раз был, мы у нас купили дом русский, недостроенный, он достроенный, но там местами не было внутренней отделки, но тоже люди, чтобы не снимать жилье, говорят, что делаем? Я говорю, что делаем? Берем кусок линолеума, в угол стен ставим кровать, ставим шкаф, и все, то же самое. Пришли инспекторы, так удивились, он говорит, а что, вот мы, говорит, здесь живем, вот наш этот, и параллельно доделаем, вот видите, уже кухню сделали, уже там санузел сделали. То есть получается, Главное, да, чтобы были документы, договоры в нише, опять же, потому что в других регионах могут по-другому все это дело трактовать. И спорить достаточно сложно. И в основном там, когда споришь еще с царьками, с местными, да, там в основном можешь добиться просто негативного отношения, больше ничего. Вообще ничего не добьешься. Да, в нашем регионе у нас достаточно нормальные, лояльные, инспектора. И они, главное, для них это действительно человек здесь, действительно человек, у него есть в собственности какая-то недвижимость, он там живет. Все, там проводится определенное собеседование, там людей спрашивают, почему они здесь, для чего они здесь, как они здесь, какие у них планы на жизнь. Если эти все ответы инспекторов устраивают, то проблем нет. Да, такое собеседование мы тоже проходили. Все проходили.
в нашем регионе, в Белграде, практически инспектора не ходят. Но могут прийти там нежданно-негаданно, там уже когда человек получил ВНЖ, просто так пришли, здравствуйте, проверка. Такое может быть. Так, следующий вопрос, немножко такой специфический. Я так понимаю, что вот молодой человек, у него супруга из Ирана, гражданка Ирана. Муж гражданин России. Они хотят, значит, переехать в Сербию жить. Он получит, например, там они купят, я не знаю, не указано каким образом, например, он купит жилье, у него будет ВНЖ, и может ли она тоже получить ВНЖ? То есть, как, несмотря на то, что она гражданка Ирана, есть ли какая-то разница? Нету. Нету, то есть... Нет, здесь как бы если брак оформлен официально, есть свидетельство как бы о заключении брака, то нет проблем, он переводится на сербский язык судебным переводчиком. Я не слышал, чтобы были какие-то проблемы. Сербия, она тоже достаточно многонациональная страна. Здесь как бы есть даже большие части, как бы, например, вот Новый Пазар, там одни мусульмане живут. Не вижу. Единственное, что я вот не знаю, какое отношение к паспортам Америки, потому что когда так я тоже никаких не слышал особых, там, не знаю, там, никаких особых запретов. Но все время, когда в банках заполняешь какие-нибудь анкеты на открытие счетов, везде там такие вопросы попадаются. То есть вы являетесь резидентом США, да? Если у вас там родственники, там, резиденты США, там и вот такое. Да, мы тоже, да, такое тоже. Да, это все заполняют, это как бы стандартная история. Я даже как-то вот не поинтересовался ни разу, хотя знаю, например, граждане Сербии с большим удовольствием ездят на подработки, на различные виды работы в США. И многие там живут и пролетают сюда там, в отпуск. Да, это как-то странно, да? Почему такой интерес в этом? Так, и еще они же хотят уточнить вот ПМЖ и гражданство. То есть это про ВНЖ я сейчас спросила, а ПМЖ и гражданство. Я как бы я не являюсь там за законным представительством властей Сербии. Вот, не могу что-то конкретно пообещать, но здесь просто нету никаких особых препятствий. Я не вижу, что человек, если он получает ВНЖ, там в законе об иностранцах не написано русский, там иранец, не знаю, американец, кореец, там есть слово иностранец. Дальше, вот, например, по нахождению и по визовому режиму у них там с определенными государствами заключено определенное соглашение. Но это как бы немножко другая история. То есть здесь как бы иностранцев нахождение на территории и вот получение ВНЖ и ПМЖ там вот регламентируется как иностранцы и все. Ну, в принципе же люди спрашивают, как вот они по закону, да, вот вы говорите, что вот нет никакой разницы. С гражданами Евросоюза как бы есть опыт там, с гражданами союзных бывших советских республик, и не только там России, там Белоруссия и другие еще страны. Тоже есть опыт, там и Казахстан, и Киргизстан, это как бы тоже есть опыт. Никаких вопросов нет. Вот, но с другими странами, честно скажу, опыта не было. Но, так вот на первый взгляд, как бы не вижу ничего страшного. Если какие-то вот прям серьезные намерения, можете написать там письменно эти вопросы отдельно там, да, я просто переведу, отдам юристу, и юрист там про это все дело проштудирует и ответит. Но это уже будет платная консультация. То есть я могу разместить у себя на канале ваш контакт? Да, то, что я здесь как бы, да, вам сказал, это я как бы сказал, да, если вы хотите как бы конкретно там уже 100%, близко к 100% никто вам не даст, вот, но уже такую конкретную консультацию это можно сделать. Я могу привлечь юриста к этому. Естественно, он будет работать, у него там есть свои расценки, то есть письменные вопросы. Значит, я перевожу, отдаю, юрист говорит, сколько стоит, я вам предлагаю. Интересно, платите и получаете ответ за какое-то время. И этот же человек спрашивает, открытие бизнес-системы Книгаш. Бухгалтерский учет. Здесь немножко в кучу все собрали. Опять же, путаница в терминах. Если вы открываете фирму ДО,
дружество с ограниченной отговорностью, это как в России ООшку. Там хочешь не хочешь, там книгаш. Книгаш – это просто название системы учета системы налогообложения, когда у тебя в штате есть бухгалтер. Это термины, они больше применимы к предусетнику, к частному предпринимателю. Там либо идешь книгаш, доход минус расход, да, платишь дельта налоги. А есть паушальная система, где у тебя нету ни бухгалтеров, ничего, ты просто вмененный налог платишь по виду деятельности, там есть своя тоже сетка расчета, просто платишь, а этот ежемесячный платеж в месяц, и, грубо говоря, там только ведешь там, книгу продаж и все сам записываешь. А если у тебя книговодственная эта система, ты обязан иметь бухгалтера или в штате, или на аутсорсе. Угу. Можно, пожалуйста, все. Приходите, работайте. Мы откроем фирму, поможем, если нужно. Да, в общем, если дополнительно какие-то вопросы вот по этой теме именно ИП, да, то Алексей тоже может любые ответить. Вопросы есть просто различного рода юристы. Там один судебным процессом, один по финансам, другой по налогам, третий там по недвижимости, четвертый там еще почему-то. Просто список вопросов переводится, отправляется по профильному специалисту, он, исходя из того, сколько ему нужно потратить времени на это, он дает свою стоимость вперед. Угу. Следующий вопрос. Если люди уже получили ВНЖ, через какое время можно выехать в другую страну, ну, например, вернуться в Россию на какое-то время, там что-то нужно еще сделать, и на какой период? Но здесь выезжать-то человек может куда хочет, когда хочет, насколько хочет. Здесь вопрос в том, чтобы, какая цель стоит, если человек хочет прям постоянно жить, хочет получить ПМЖ и дальше паспорт, то он должен выдержать сроки нахождения в стране. Устно я читал сам закон, но, видимо, есть какие-то внутренние у них правильники в законе, потому что я не нашел. Значит, сами там инспектора говорят, что если ты получил ВНЖ, если единовременно отсутствуешь больше полгода, то могут лишить ПМЖ. Но, честно скажу, я закон специально по этому поводу перечитывал, я не нашел. Я не нашел, да, но лучше в таких историях у них есть свои внутренние документы, они называются правильники, да, это их внутренние документы, они их особо никому, у них нет в свободном доступе, как законов. Такие документы есть, и раз они говорят так, вы иностранец, вы потом хоть тут обчихаетесь, да? Другая страна, то есть и достаточно сложно что-то будет доказывать. И вообще, если приезжать сюда и ставить себе там какие-то задачи бороться за что-то, да, то это не та история. То есть, если лояльно, с улыбочкой проходим все шажки, ступенечка за ступенечкой, если кто хочет, да, ВНЖ, ПМЖ, с паспортами. Вообще, я бы еще дополнил. Я извиняюсь, если до ПМЖ идти, то они считают суммарное отсутствие в стране, если в течение 3 лет. В течение 3 лет, то больше 10 месяцев, то ПМЖ не одобряется. Нужно дождаться того периода, чтобы было меньше, чем 10 месяцев за 3 года отсутствия в стране. И плюс, либо единоразово, опять же, полгода. Вообще, я бы дополнила еще, что в принципе, когда вы получаете ВНЖ, вам никто не запретит задать этот вопрос там же, правильно? То есть непосредственно в том отделении полиции, где вы будете оформлять ВНЖ. Мы, например, с сыном заходили специально уточнить один такой вопрос, потому что мы тоже не хотим профукать наше ВНЖ, но вдруг сложится такая ситуация, что, например, сын нашел бы работу не в Нише, а в Белграде. Мы специально заходили в отделение полиции, где мы оформляли ВНЖ, и спрашивали, возможно ли уехать на какое-то время на работу в Белграде. Нам сказали «да». То есть Нет, здесь два вопроса разных. И здесь человек, я понял, что был вопрос поставлен, если человек хочет покинуть страну или страну выехать, а вы в территории страны. Да, но я о чем говорю? О том, что никто не запретит уточнить конкретно в этом отделении полиции, где вы оформляете, то есть из первых уст, как говорится, правильно? То есть спросите, и вам точно скажут период какой. Здесь есть один нюанс. Опять же, с какой стороны посмотреть, я сейчас не берусь точно растолковывать, было бы, конечно, лучше и с юристами поговорить,
говорить, и все. Так, например, да, у человека ВНЖ по недвижимости. Он как бы, да, живет, и недвижимость его в нише. И он живет в этом нише. Да. Если работа будет в другом городе, по большому счету человек уезжает туда, переезжает. Если он окончательно переезжает, то здесь не возникает вопрос о том, что как бы человек получил ВНЖ по недвижимости, он в этой недвижимости не живет. Тут уже вступает казус, да. То есть, но с другой стороны, человек как бы поехал работать, да, он может в теории по работе поменять основание ВНЖ на работу, тогда тоже никаких вопросов. Но здесь я не до конца как бы уверен, тут надо разбираться, непростая ситуация. Кажется, что просто, но вот, чтобы быть по букве закона, он, например, там, не знаю, например, может там договориться, что он там будет не полную неделю, там работает непосредственно, он может будет ездить там на 2 дня, там раз там 10 дней, к примеру, да, тогда все понятно. То есть человек выехал, приехал. Ну, нам сказали так, что вы можете, да, вы не привязаны здесь, у вас по этому адресу ВНЖ, вы можете поехать в Белград. Можно я просто расскажу, что нам сказали? Вот. Но там нужно зарегистрироваться заново. То есть вы будете адрес. Вы потеряете адрес, право на ВНЖ дают недвижимость, в которой вы живете, а не которая у вас есть. В общем, но фактически тут можно говорить что угодно, там, а друг, а брат, а сват, да, но когда конкретно касается вас, да, и когда вы хотите быть четко и уверены, если вы хотите остаться в этой стране, получить ВНЖ, получить ПМЖ, дальше идти на паспорт, то все эти мелкие нюансы могут вам все испортить. В общем, лучше не рисковать. Брат, сват не надо, да, внимательно, есть, получите какую-то нормальную консультацию как себя и не выходите за эти рамки. Здесь играть в авось это не та история. Ну, да, конечно. Следующий вопрос к вам. Значит, какая вообще недвижимость считается ликвидной в Сербии? Ну, и, скажем так, для самих сербов. Вот что они с удовольствием приобретают? То есть я так думаю, что человек, видимо, специально задает такой вопрос, чтобы приобрести себе именно то, что ликвидно у сербов, чтобы в случае, если необходимо будет продать, то это можно было легко продать. Я так понимаю. Ликвидная недвижимость в Сербии, наверное, не только в Сербии, ликвидна, если она процентов на 10 ниже рынка. Стоимость, она становится быстро ликвидной. Но если посерьезнее ответить, это, конечно, тоже серьезный ответ, то, естественно, сербы, они немножко, у них другое понимание о жизни, о всему. Да, и это должен быть населенный пункт, это должна быть квартира в более-менее нормальном районе, вот, чтобы была школа, автобус, магазин и все рядышком. Это то есть инфраструктура в первую очередь, да, все? Инфраструктура и квартиры не очень большие пользуются спросом, потому что все-таки чем дороже недвижимость, тем сложнее она продается. То есть это такой средний и ниже среднего варианты. Самые ходовые, на мой взгляд, это полуторки по местным, по евро полуторка, да, это когда идет квартира там 45 плюс-минус там несколько метров, одна спальня и гостиная с кухней совмещенная. Это вот самый распространенный формат, да. То есть, получается, если вкладываться, прям вообще приобретать что-то дорогое, потом пытаться его продать, это не факт, что это лучший вариант, да? То есть, более бюджетный лучше. Там цена вопроса, если делать ликвидность, там уже не 10%, там нужно больше опускать. Что больше любят, ну не то чтобы любят, а вообще много ли желающих сербов жить в поселке, то есть много ли, или все-таки в городах больше? Больше в городах стремятся жить, и поселки, они ликвидные, такие вот, например, Нишка Баня, да, там вот курорт, он ликвидный. Он ликвидный, потому что там и сдают эти комнаты в больших домах и все, да. Так в обычных селах не очень. То есть это все-таки город, это автобус, это школа, это магазин, это детский сад. Еще если работа близко, да. Вопрос еще касается, я не знаю, сможете ли вы прям вот полностью ответить, ну, про пенсию. Как бы людей интересует этот вопрос, но вот, в общем-то, что вы знаете? Что я знаю про пенсию? Пенсия, это, конечно, хорошо, но они почему-то все время маленькие. Вот, что знаю про пенсию? Я знаю, чтобы получить сербскую пенсию, нужно проработать минимум 15 лет.
в Сербии официально. И еще знаю, что, например, для россиян, которые заработали пенсию в России, они ее получали, ее каким-то образом можно перевести, и она будет там приходить прямо там в сербских динарах на сербскую карточку. Как это делается, не знаю, но знаю, что делается. Ну вот насколько я знаю, что в России те же самые условия, то есть 15 лет нужно отработать, там непрерывного стажа, чтобы получать пенсию. Также получается и в Сербии такой же закон, только в Сербии нужно отработать 15 лет. То есть если вы получили в Сербии, не в Сербии, а в России уже пенсию, то здесь ее получать нет проблем. Перевести нужно только. Если вы не успели получить, вот как я, например, вот, то да, тут все сложно. В общем, там придется выбирать, либо ждать пенсионного возраста и получать в России. В общем, там все сложно. Следующий вопрос. Спрашивают, есть ли какое-то ограничение по метражу на человека? Если, скажем, не существует, да, то есть вы сразу поняли вопрос, то есть если купить маленькую квартирку, там 20-22 метра, и там будет 3 человека собственника. Смотрите, да, здесь опять же, вот этот вопрос, он как бы отдан на откуп конкретного инспектора. Тут очень много зависит, как себе представляет об условиях, какое представление об условиях жизни каждого конкретного инспектора. Естественно, если вы там зарегистрируете там квартирку, там, не знаю, 29 метров на студию, да, там 15 человек, ну, естественно, это бред. То есть, например, там вот 3 человека, если инспектор приехал, он там увидел условия, что как бы там действительно 3 человека этих живут, да, там 3 кровати стоит, например, там еще как-то, то если человек видит, да, что вот это количество людей там живет, я думаю, что проблем не будет. То есть здесь я не сталкивался с такими какими-то жесткими придирками, еще что-то. Здесь как бы обыкновенно человеческая логика. Если человек видит, что люди живут, да, то они согласовывают это без проблем. То есть по закону никак не оговаривается это метраж? Нету. Да, нету, да. Но надо реально жилье смотреть. пригодное Да? для проживания. Так там трактовка идет. То есть если реально в этой квартире могут 3 человека жить, вы поставите там 3 кровати, то вполне возможно, что все будет нормально, да, никто претензий никаких не предъявит. Вот, понятно. Еще спрашивают про открытие счета в банке. Но... Ситуация меняется каждый день. То есть на сегодня в разрезе, то есть реально открыть счет россиянам только в 2 банках. Это Поштанская штадионица и АПИ, по-моему, называется. Это в Белграде, в Нише нету отделения. То есть там за деньги. А в Альте сейчас они прикрутили гайки. Значит, сейчас у них должна быть повязанность со Сербией, как они говорят. То есть, либо это есть рабочий контракт, либо там, например, вы хотите, если вы принесете предуговор на покупку недвижимости, да, заверенный нотариусом, тогда как бы они откроют, и там какие-то еще варианты. То есть просто так, как раньше прийти в лоб открыть Сербии, там написать заявление, мне нужен счет для покупки недвижимости там, или текущих там расходов, это уже не прокатывает. То есть и вообще всего лишь 2 банка остались, которые открывают? Да и было бы 2. Райф сейчас не знаю. Райф раньше уже давно, там года до 23-го, только если рабочий контракт, 22-го, если рабочий контракт был, я сейчас даже не знаю, открывают они или нет. Просто уже, сколько уже лет прошло, 4 года прошло. То есть, если человек все-таки хочет купить недвижимость, он должен в первую очередь открыть счет, потому что оплачивается не наличными, а только через банковского счета. Да, выше 10 тысяч. Ну, такой нет, меньше 10 тысяч такой недвижимости. Да. Она существует в природе, да, и даже в моей практике тоже такие случаи как бы есть, и даже не один, но это все сложно. Это какое-то отдаленное село, это дом прямо вот под хороший там ремонт, реконструкцию и все прочее. Это как мы сейчас ищем землю для посадки растений до 10. Типа того. Получится. Типа того, да. Вот типа викендить. Но немножко я все-таки, вот я сама не поняла. Вот если человек хочет все-таки приобрести жилье, ему же нужно счет открыть. А как он может открыть счет, если у него еще нет его? Но в Поштанской штадионице сейчас еще пока можно пойти и открыть счет. Без договора? Без всего, да, пойти и открыть. Сегодня это можно еще сделать.
Ну, в общем-то, я спросила все, успели все вопросы задать. Вот, если у вас будут еще вопросы, пишите, мы периодически Да. с Алексеем Если записываем еще про ответы. американцев вроде что-то было. Да, ну, вы так, да, частично ответили. Ну, давайте еще раз, значит, был вопрос такой мне задан. Алексей, был ли у него опыт работы с гражданами США и может ли он взяться за подбор недвижимости? Здесь сложный вопрос. Насколько я понимаю, что теоретически это возможно, но нужно пообщаться с инспекторами, что они скажут. Вот. И здесь второй вопрос, это как раз вот именно по открытию счета. По открытию счета здесь, потому что я не знаю почему, ну, видимо, это связано с югославской историей, там, когда были бомбардировки НАТО и всего прочего, да, когда заполняешь анкеты в банках открытия, там прям везде в вопросниках стоят, являетесь вы резидентом США, там, если у вас родственники, и для тополя. Вот, нужно просто вот, не озадачивался. Вот, в принципе, можете со мной сконтактироваться. Я не знаю, там я поспрашиваю правильных людей, послушаю, что они скажут, там уже в личных сообщениях, и там можно будет поговорить. То есть человек, который задал этот вопрос, пишите мне на моем канале, я вам скину Алексея и данные, и вы напишите ему непосредственно вопрос, это напрямую, и он все узнает для вас. Вот. Ну, вроде бы на сегодня все. Да, ну, слава богу. Изучайте, смотрите, обращайтесь, думайте, спрашивайте, что хотите. Да. Пока возможности есть, если есть желание, то добро дошли, как все скажут. Да. И еще хочу сказать, что все-таки такая вот приятная новость в последнее время появилась, что что-то сдвинулось в плане гражданства, да, то есть стояло здесь все вот прям камнем, да, а теперь вроде бы там что-то сдвинулось, стали выдавать, поэтому возможно, что все будет дальше хорошо. Да, но здесь нужно как бы понимать то, что от первого своего гражданства придется отказываться. Да, в Сербии. Кто на это готов, то пожалуйста. Кто не готов, то двойного гражданства. просто жить на ПМЖ и все. И ничего страшного, раз в 5 лет переоформлять ПМЖ было бы основание. Да, тогда вы успеете еще пенсию в России получить. Или здесь заработать. Да, или здесь заработать. Ладно, спасибо вам большое. Да, пожалуйста, все, обращайтесь.